Представьте карту. На ней Кетару 4 великих державы. Мидия на севере, Лидия на западе, Вавилон на юге и Египет еще дальше. Все 4 Кетары огромные, укоренившиеся, с армиями и деньгами. Между ними Кетару маленькое горное царство Аншан на юго-западе Ирана с плохими дорогами и скромными пастбищами. Никому особенно неинтересное место. Вот отсюда все и началось. В 559 году до нашей эры трон этого Аншана занял человек по имени Куруш, или Кир, как его называли греки. Ему тогда было около 40 лет, он был сыном местного царька и внуком медийского царя Астиага. Что важно, Астиаг его по некоторым источникам не особенно любил. По Геродоту он вообще велел младенца Кира уничтожить, потому что предсказание говорило, что внук сместит его с трона. Придворный, которому это поручили, ребенка пожалел и отдал пастухам. Стандартная мифологическая биография основателя, скажете вы, и будете правы. Но за легендой стоит реальный политический факт. Кир происходил из ветви рода, которую медийский двор не считал серьезной угрозой. И ошибся. Предсказание сбылось. Кир поднял восстание против деда в 553 году до нашей эры. Через 3 года Мидия пала. Ее армия, по рассказам, просто перешла на сторону Кира во время решающего сражения. Медийские военачальники сами сдали своего царя. Это первая деталь, которая меня зацепила, когда я читал про начало Персии. Кир очень редко брал города силой. Он брал их убеждением, умением показать себя своим, а не чужаком. После завоевания Мидии он объявил медийцев равными в правах с персами и сохранил их военную аристократию. По сути, он поглотил побежденных, а не сломал их. Медийская кавалерия, лучшие всадники того времени, стала ядром персидской конницы. Те самые люди, которых он только что разбил, через год воевали за него. Следующим на очереди оказался Крёс, царь Лидии, богатейший человек тогдашнего мира. Лидия лежала на западе, на территории нынешней Турции, и владела золотыми реками в буквальном смысле. Реки там несли золотой песок. Именно Лидия, кстати, первой начала чеканить монету, примерно за 100 лет до этих событий. Крёс решил нанести удар первым. Он спросил дельфийского оракула, стоит ли воевать с Киром. Оракул ответил: «Если перейдешь реку Галес, разрушишь Великое Царство». Крёс воспринял это как знак победы и двинулся на персов. Сражение закончилось в ничью. Крёс отступил на зиму в Сарды, столицу Лидии, рассчитывая возобновить поход весной. Кир не стал ждать. Он пошел за ним и осадил Сарды. Лидийцы обороняли горную скалу, на которой стоял город, и считали ее неприступной. Персы нашли один узкий спуск, где не было стражи. Сарды пали в 547 году до нашей эры. Великое царство действительно было разрушено, только не персидское, а лидийское. Оракул не солгал. После Лидии – Вавилон. Это вообще отдельная история. Вавилон был величайшим городом мира, с его стенами по 30 метров высотой, с висячими садами, с миллионами жителей по меркам эпохи. Взять его штурмом было практически невозможно. Кир и не стал. Он нашел способ перекрыть реку Ефрат, проходившую через город, спустил воду, и персидские отряды вошли через обмелевшее русло прямо под стены в 539 году до нашей эры. Жрецы Вавилона встретили Кира как освободителя, потому что он немедленно вернул в их храмы статуи богов, которые предыдущий царь Набонид туда притащил. Об этом сохранился документ – знаменитый цилиндр Кира. Глиняный валик размером с кулак, покрытый клинописью. Кир пишет в нем, что позволяет всем народам жить по своим законам и исповедовать своих богов, что возвращает переселенным народам их дома, что освобождает тех, кто содержался в Вавилоне без вины. В 1971 году Организация Объединенных Наций использовала этот текст в кампании о правах человека, что, конечно, упрощение. Цилиндр не был универсальной декларацией, а был политическим документом завоевателя, рассчитанным на местных жрецов. Но принцип там реальный. Кир управлял за счет терпимости, а не за счет страха. Один факт это хорошо показывает. В Вавилоне в плену жили иудеи, целый народ, уведенный туда Навуходоносором десятилетиями раньше. Кир позволил им вернуться в Иерусалим и восстановить храм. В еврейской Библии он за это назван помазанником Господним, единственный иноземный царь, удостоенный такого титула. Для персидского завоевателя, чтившего зороастрийского бога Ахура-Мазду, это довольно редкое положение дел. В 530 году до нашей эры Кир погиб в бою на севере против кочевого народа массагетов.
ему было около 70 лет. За 29 лет правления он создал державу, которая тянулась от Средиземного моря до реки Инд, почти 4 миллиона квадратных километров. Его гробница до сих пор стоит в Пасаргадах, небольшое каменное сооружение на ступенчатом основании. Александр Македонский, когда дошел до нее 1,5 века спустя, приказал восстановить ее. Надпись на гробнице по античным источникам гласила: «Я, Кир, царь царей. Не завидуй тому, что у меня есть». Сын Кира, Камбис, продолжил дело отца в одном направлении – на юг. В 525 году до нашей эры персидская армия разбила египетское войско у Пелусия и взяла Мемфис. Камбис стал фараоном, царем Верхнего и Нижнего Египта. О Камбизе вообще сложно говорить уверенно. Греческие источники, прежде всего Геродот, описывают его как человека со странностями, будто он заколол священного быка Аписа, которому поклонялись египтяне, будто приказывал хоронить и откапывать людей просто так. Но египетские надписи рисуют другую картину. В них Камбис чтил египетских богов и вел себя как законный фараон. Он принял египетский тронный титул, участвовал в традиционных религиозных церемониях, отстраивал храмы. Правда, скорее всего, посередине. Египтяне не любили завоевателя. Греки охотно собирали истории о его жестокости. Тем не менее, Камбис правил около 7 лет и умер при невыясненных обстоятельствах в 522 году, возвращаясь на родину. Там уже началась смута. Это вообще характерная черта ранней Персии. Источники о царях либо слишком хвалебные, то есть написаны самими царями, либо слишком враждебные, то есть написаны греками, которых персы завоевывали. Найти нейтральный взгляд непросто. После смерти Камбиза на трон претендовали несколько человек. Дарий, дальний родственник из того же рода ахеменидов, сначала подавил больше 19 восстаний по всей державе, по его собственным словам, на Бехистунской скале, вырезанном в камне на высоте 100 метров над дорогой, так, чтобы все видели. Там он перечисляет пораженных врагов поименно, с барельефами. Сам Дарий стоит, поставив ногу на поверженного претендента, а за ними еще 9 связанных. Это политическая реклама, высеченная в камне для вечности. И эффективная. Надпись на 3 языках читалась всеми, кто проезжал мимо. Дарий получил власть силой, но распорядился ею иначе. Он не просто правил, он выстроил систему. Разделил империю на 20 административных округов – сатрапий. Во главе каждой – сатрап, назначаемый лично царем. Но у сатрапа не было военного командования. Армия в провинции подчинялась отдельному военачальнику. И над обоими стоял царский инспектор, тайный наблюдатель, которого называли «глаза и уши царя». В каждую сатрапию назначался также царский писец, который получал приказы напрямую из столицы и докладывал обо всем происходящем. Ни один из 3 не мог сосредоточить все в одних руках. Это и был смысл конструкции. Дарий также проложил царскую дорогу длиной около 2700 километров, от Сус до Сарт. Через каждые несколько десятков километров стояли почтовые посты с лошадьми и гонцами. Царское послание из столицы до края империи добиралось примерно за неделю. В мире, где до этого вся связь занимала месяцы, это был принципиальный сдвиг. По той же дороге шли торговые купцы, армейские колонны, дань и монета. Дарий ввел золотой дарик с частотой сплава в 97%, монету, которая стала международным платежным средством на несколько столетий вперед. Он еще начал строить Персеполь, новую парадную столицу на юго-западе Ирана. Террасу площадью 125 тысяч квадратных метров с залом на 10 тысяч человек, со стенами, покрытыми барельефами. Длинные ряды послов из разных народов несут дары царю. Сегодня от Персеполя остались колонны, но даже руины производят серьезное впечатление. Подпишитесь, если вам интересен такой способ разбирать историю. Через конкретные решения, цифры и документы, а не через легенды. Дарий был великим администратором. Как завоеватель – сложнее. Он воевал со скифами в Северном Причерноморье, зашел в степи. Скифы уклонялись от сражения, поджигали траву и угоняли скот. Дарий повернул назад. Скифский царь прислал ему в подарок мышь, лягушку, птицу и 5 стрел. Что это означало, историки спорят до сих пор, но выглядит как демонстративное неуважение. Потом был поход на греков. В 490 году до нашей эры персидский флот высадил армию у деревни Марафон в Аттике, примерно 40 километров от Афин. Афинские гоплиты атаковали персов бегом и прорвали их строй.
персы бежали к кораблям. По преданию, гонец пробежал от Марафона до Афин 42 километра, чтобы сообщить о победе, и упал замертво. Это, скорее всего, красивая легенда, придуманная позже. Но марафонский бег с нами до сих пор. Дарий готовил новый поход, но в 486 году умер. Сын Дария Ксеркс решил завершить греческое дело с принципиально другим масштабом. В 480 году до нашей эры он навел через пролив Гелеспонд понтонный мост из лодок длиной около 1,5 километров и двинул через него армию численностью, по современным оценкам историков, от 100 до 150 тысяч человек. Флот шел рядом. Древние источники называют миллион. Это явное преувеличение. Но само строительство 2 параллельных понтонных мостов через морской пролив уже говорит о масштабе затеи. Фермопилы – узкий горный проход на севере Греции. 300 спартанцев царя Леонида и несколько тысяч союзников – биотийцев, фиспийцев и других – дров держали его несколько дней против персидской армии. Это реальный эпизод, хотя цифры в массовой культуре раздуты. Персы несли серьезные потери при каждой лобовой атаке. Проход был настолько узким, что численность не давала преимущества. Персы обошли его через горную тропу, которую им показал местный житель Эфиальт. Спартанцы были окружены. Леонид отпустил союзников и остался со своими 300. Все они погибли. На месте их захоронения поставили стелу с эпитафией Симонида. «Путник, поведай спартанцам о нашей кончине. Верны их заветам. Здесь мы в могиле лежим». Персы дошли до Афин и сожгли Акрополь. Казалось, все. Но афиняне эвакуировали город заранее. А потом Саламин. В узком морском проливе у острова Саламин персидский флот встал плотно, утратил маневр, и греческие триеры методично его разбили. Ксеркс наблюдал с берега, сидя на золотом троне. Армия без флота была отрезана от снабжения. В следующем году при Платеях персидские сухопутные силы тоже потерпели поражение. И здесь персидская пехота против греческих гоплитов в строю проиграла окончательно. Ксеркс ушел. Больше Персия никогда не пыталась завоевать Европу. Вот тут у большинства пересказов история Персии обрывается, будто все, что после Ксеркса, уже не интересно. Но между Ксерксом и Александром Македонским прошло еще 140 лет, и это было не падение в пропасть, а долгий и по-своему показательный процесс. Ксеркс правил до 465 года, потом его заколол придворный, прямо во дворце. После этого 6 следующих царей один за другим либо были устранены приближенными, либо свергнуты в династической войне. Структура государства держалась. 20 сатрапий, дороги, монета, но центральная власть слабела. Сатрапы становились все более автономными, иногда воевали между собой, иногда договаривались с врагами царя. Дворцовые интриги поглощали внимание, которое прежде шло на управление. В 401 году до нашей эры сразу 2 брата, Артаксеркс II и его младший брат Кир-младший, воевали за трон при Куноксе в Вавилонии. Кир-младший взял с собой 10 тысяч греческих наемников и проиграл. Сам он погиб в сражении, хотя греки-наемники разбили свой фланг. Как эти наемники потом выбирались домой через всю Персию, Ксенофонт описал в Анабасисе. Получился нечаянный разведывательный доклад. Греки прошли насквозь через империю, от Вавилона до Трапезунда, и убедились воочию, что она при всем своем масштабе уже не так монолитна. Внутри – усобицы, голодающие деревни и растерянные гарнизоны. Персидская армия тоже изменилась структурно. Тяжелой пехоты, способной держать строй щит в щит против греческих гоплитов, у персов не было. Это и прежде было слабым местом, а ко временам Александра стало системным. Наемная греческая пехота частично закрывала эту дыру, но лишь частично. Именно поэтому Александр мог атаковать персидские силы, в несколько раз превосходившие его по численности, и выигрывать за счет выучки и тактики. В 334 году до нашей эры 22-летний царь Македонии переправил через Гелеспонд 32 тысячи пехотинцев и 4,5 тысячи всадников. По меркам того времени не особенно большая армия. Первое столкновение произошло у реки Граник, и персидские сатрапы были разбиты. Затем, при Иссе, в 333 году до нашей эры, персидское войско под командованием самого Дария III обратилось в бегство. Дарий успел уйти. Его семья, мать, жена, дочери осталась в захваченном лагере. Александр, согласно источникам, встретил их с уважением и обращался как с царскими особами. Решающее сражение. Гавгамелы.
1 октября 331 года до нашей эры у деревушки, которая по-персидски называлась Верблюжий Хлев, Дарий собрал армию, которая по численности многократно превосходила македонян. Персы выровняли поле под боевые колесницы с серпами. Весь тактический план строился на охвате флангов. Но Александр нашел момент, когда персидский центр растянулся и образовался зазор. Он лично повел конницу в этот зазор, прямо на Дария. Дарий развернул колесницу и бежал. Армия за ним. Персидская держава по существу перестала существовать за один день. После этого Вавилон открыл ворота, Сузы сдались, и в Персеполь Александр вошел в 330 году. Персеполь, парадная столица, которую строил Дарий I, с ее террасой и тысячами барельефов, был разграблен и сожжен. По одной версии, это было осмысленным актом символического возмездия за сожжение Афинского Акрополя 1,5 века назад. По другой – просто пирушка с факелами и плохим концом. Точно неизвестно, руины стоят до сих пор. Когда македоняне вошли в Персеполь, Александр, по рассказу Ариана, увидел повергнутую статую Ксеркса и остановился, то ли из уважения, то ли из расчета. Он решил ее не трогать. Дарий III, между тем, бежал на восток и был заколот собственными приближенными во главе с сатрапом Бактрией Бессом в 330 году. Александр нашел его тело, отдал должные почести и отослал в Персеполь для погребения в царской усыпальнице. Это был жест, которым он хотел сказать: «Я не враг Персии, я ее новый царь». 220 лет. Ровно столько просуществовала персидская держава. От восстания Кира против деда в 553 до гибели Дария III в 330. За это время она была крупнейшей империей, которую человечество до тех пор создавало. На ее пике около 6 миллионов квадратных километров, от Египта до границы Индии, от Закавказья до первого порога Нила. По разным подсчетам, ей платили дань десятки народов на 20 с лишним языках. Но вот что важнее любой географии – то, что Персия построила, пережило Персию. Александр не сломал систему сатрапий, он ее сохранил и использовал. Когда он занял Вавилон, местные жрецы встретили его точно так же, как 1,5 века назад встречали Кира, как человека, который восстанавливает порядок, а не разрушает его. Арамейский язык, бывший канцелярским языком ахеменидов, оставался языком делопроизводства всего Ближнего Востока еще несколько столетий после того, как Персеполь уже догорел. Принцип управления через наместников с тайными инспекторами перетек в эллинистические царства, потом в Рим. Дарик, как международная монета, ходил еще столетия после гибели державы. Персия удерживала вместе несопоставимо разные куски мира не страхом, а структурой. Через дороги, монету, инспекторов и принцип, что покоренные народы сохраняют язык, богов, законы. Это был не альтруизм, а прагматика. И на фоне Ассирии, которая до них выжигала целые регионы и угоняла население, разница ощущалась всеми, кто под этой властью жил. Пепел Персеполя лежит под землей на юго-западе современного Ирана. Его руины охраняет ЮНЕСКО. Туристы приезжают фотографировать колонны с клинописными надписями. А название страны Иран произошло от того же корня ария, которым ахеменидские цари называли свой народ в этих надписях 2500 лет назад. Подписывайся на канал.